Представители знака зодиака Лев, мои дорогие львы и львицы, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп весна 2024 года. Как изменится ваша жизнь? Планетарная же планета Юпитер в конце мая переходит из знака Телец в знак Близнецов. И Телец – это была ось отношения, финансы. Я об этом много говорила в предыдущих видео. И теперь у нас как будто ракурс меняется с конца мая. Близнецы – это будет концентрация нашего внимания где-то между финансами и моя свобода. Моя индивидуальность, моя самодостаточность, мои планы. Мы будем большими реалистами, скорее всего. И где-то за весну мы прочувствуем свою мечту или свои желания. Захотим большей самореализации. И в этом нам помогает, с одной стороны, Плутон, который 21 января уже в знаке Водолей. И это начало эпохи Водолея. Первая весна – это на 20 лет. Изменения какие-то неизбежны. И уже на момент весны словно сложилась какая-то конкретика или данность. И когда захочется увидеть, что же есть по факту. И мы можем задавать себе такие вопросы: во что я вкладывался? И что из этого получилось? Каков итог? И что будет дальше? Давайте узнаем подсказки карты. У нас сегодня две колоды. Колода Таро Истока и прекрасная колода, которую создала великолепная художница и таролог со стажем Колет Барон Рид, колода добра. И карты подаются с позиции позитивной психологии. Вот давайте мы будем добрее к самим себе, более милосердные, и посмотрим, что образы карт нам подскажут на 3 месяца весенних. Будем смотреть март, апрель, май. Достанем по одной карте. Для львов и львиц что весна? Какие подсказки? Март. Апрель. Май. И по основным сферам жизни дополним наш прогноз. И первое у нас будет дело, работа, бизнес. Даже если вы дома находитесь, но все равно же чем-то вы занимаетесь, какие-то задачи перед собой ставите. Энергия финансов на весну. Личная жизнь, мои дорогие львы и львицы. Неожиданности. Приятности. Или что вас будет радовать. И достанем карту совет, которую мы откроем в самом конце. Итак, что же для вас март? Туз воздуха. Какое-то вы решение точно в марте будете принимать по уже сложившимся обстоятельствам или по тому еще, соответственно, что вы планируете. Это может касаться не только работы, это может касаться вообще направлений в жизни. В классической колоде Таро я часто называю эту карту «Выход из лабиринта». И у нас здесь показан прекрасный Пегас, который мчится как будто сквозь время, сквозь пространство. Есть по этой карте такое значение, как судьба, рок. Какие-то судьбоносные перемены. Вполне вероятно, что все вообще-то перемены чаще всего зависят от наших решений, правильно принятых решений. И воздух – это как раз где-то близнецы, водолеи, вот эта стихия. И это в первую очередь интеллект. Поэтому какие-то рациональные, может быть, выводы вы будете делать, которые на дальнейший период времени могут полностью реорганизовать вашу жизнь. Это может быть также связано с тем, что пришло какое-то сообщение или вы узнали новость. За этот период вы можете узнать какую-то правду, мои дорогие. Вот, то есть есть реальность, и она такова, что мы должны сделать какие-то не просто выводы и подвести итоги, а словно для себя определить что-то очень важное на последующий период времени. И какой бы сферы жизни ни касалось,
то, может быть, эти изменения произойдут, к примеру, для начала на работе, а в последующем все равно это окажет влияние на остальные сферы жизни, в целом на ваше качество жизни, мои дорогие, или наоборот, меняется ваша личная, может быть, жизнь, и вместе с тем повлечет изменения в остальных сферах, как и касаемо дел, работы и финансов. Давайте мы посмотрим апрель. Колесница. Шикарная карта. Посмотрите, какая красивая. И колесница – это когда мы отпускаем прошлое, правда? Вот этот выход из лабиринта в течение весны. Какие-то, может быть, вопросы, которые вас ставили в тупик перед весной. А здесь вам хочется вот именно полета, больше воздуха, больше свободы, больше пространства. И сама по себе карта колесницы добавляет как будто скорости, добавляет динамики. И это, мои дорогие, старший аркан, когда мы не можем изменить ход каких-то космических фишек. Здесь вам эта карта удачи, успеха, и вам словно пространство будет помогать. Может быть, что-то вы сделали до этого времени очень хорошо, или где-то от ваших принятых решений в марте у вас в апреле будет развиваться та или иная ситуация. Вообще, это карта победы в этой колоде. И, знаете, есть такое волшебное значение. Я падал, но поднялся вновь, чтобы жить свободно, честно, умело. Ну вот, как я говорила, Юпитер в Близнецах – это чувство свободы, новый вкус вдохновения, приток жизненных сил и невозможное возможно. Для кого-то из вас может быть переезд или поездка, может быть перемещение, приезд к вам человека или еще какие-то планы, которые, у каждого по-своему, словно закрутить вас могут вереницы событий, ваших каких-то решений и последующих уже как будто планируемых событий тоже. Есть какая-то конкретика, которая у вас вырисовывается на весну. И вам, мои дорогие львы и львицы, может просто захотеться следовать за этим колесом истории. Давайте посмотрим, что же май. Четверка огня. По сути, это четверка жезлов, праздник после победы. Это правда, когда уже есть, знаете, как базис, или есть то, на что мы можем опереться. Когда сделаны, может быть, были в марте правильные выводы, какой-то итог подведен. Может быть, с учетом карты колесницы, словно помогает она избавиться от всего того, что в нашей жизни уже не имеет продолжения. И, кстати, по Урану это очень хорошо проигрывается. Вот весна, пожалуй, и конец зимы уже у вас, мои дорогие, могли, такие быть обстоятельства судьбы, когда вас жизнь словно вынуждала с чем-то разобраться, в чем-то поставить точку, людей увидеть именно такими, какие они есть. Не испытывая иллюзий, человек поменяется. Вот от всего наносного, ненужного или то, что не может быть продолжено, вы словно в течение весны быстро, причем избавляетесь, разворачиваетесь и набираете ход в каком-то своем личном направлении. По четверке огня волшебная карта. Нам еще говорят, что больше радости, больше каких-то возможностей. И тем более четверка огня выпадает после старшего аркана колесница, словно продолжая вот эти перемены, и говорит о радости, о гармонии, о празднике, мои дорогие. И самое главное, наверное, об исцелении. Вообще по исцелению где-то в конце февраля какая-то ситуация, она вас может, знаете, внутренне как будто оставить, потому что 19 февраля планета Хирон также переходит в знак Овна. Давайте узнаем дела, работа, бизнес. Королева мечей, правда, вы будете более чем рациональны. И в классической колоде Таро это прообраз Юдифи. Это когда, скорее всего, хочется видеть по факту. По этой карте вы можете задумать какой-то свой проект. Может быть, для кого-то перемены на работе или, к примеру, я беру свою жизнь в свои собственные руки, когда отпадают какие-то надежды. Королева мечей не надеется ни на кого, кроме как на саму себя, и поэтому ей все удается. Да, это те энергии, которые более холодные, более жесткие, но, видимо, ситуация ваша жизненная такова, что нужно опираться, с одной стороны, делать выводы и опираться на собственные решения, и самое главное, на собственные действия. И поэтому это сильная, как и позиция, так и самооценка, мудрые решения,
По этой карте, как ни странно, и красноречие проходит, и в целом организация вашей жизни. Поэтому у кого документами какими-то, может быть, были вопросы, и вы до весны что-то не завершили, значит, здесь успешными будут окончательные какие-то ваши предпринятые действия, или это может быть какая-то ситуация, кстати, которая вас заставляет пойти учиться, мои дорогие. Такое тоже может быть. Иногда проходит как самообучение, потому что мы видим по-другому реальность. Мы осознаем, что вот есть какая-то, допустим, область жизни или область знаний, которую вам нужно добавить. У кого-то это может быть изучение иностранного языка, у кого-то есть специальность или может быть специализация в вашей профессии. И если я добавлю знаний в этой области, то моя экспертность, мой профессионализм как будто возрастет в разы, а соответственно будет и жалование, да, и финансовый какой-то вопрос тоже будет решаться. Прекрасная позиция для вас, мои дорогие. И здесь, хоть у нас и выпадает королева, эта карта одинаковое значение, то, что я перечислила, имеет на всех вас, будь то мужчины, будь то женщины. Давайте мы посмотрим, что же финансы. Шестерка жезлов – это карта победы, правда? Какая-то победа, как и финансовая победа, возможности. И у нас показан здесь человек, который словно совершил прыжок в высоту, взял какую-то высоту. Вот и у вас что-то получится. Может быть, решить какую-то застарелую финансовую проблему. Может быть, это будет означать победа. Те усилия, которые вы прикладывали в творчестве, в бизнесе, в личном прогрессе, как будто тоже победа. И не случайно вот я говорю, что по королеве мечей мы постоянно учимся. На самом деле это двигатель какой-то нашей жизни, или мы не должны останавливаться на достигнутом, иначе это нам только кажется, что мы берем паузу, передышку, но с этого момента мы словно незаметно откатываемся назад. Вот вам, мои дорогие львы, такое не грозит, по крайней мере весной. У вас будет драйв. Понятно, что от наших решений это тоже зависит. Любые ваши творческие проекты или рабочие проекты, или, может быть, это будет касаться даже, к примеру, работы, когда вы можете решить, я буду работать удаленно. Или это может быть сфера, кстати, с учетом королевы мечей, с учетом планетарных событий, кто-то из вас может уйти в удаленную сферу, например, либо IT, работать из дома, либо посредством интернет, либо есть какая-то еще составляющая, когда вы, может быть, захотите себя вообще попробовать в каком-то новом деле, или, мои дорогие, перевести ваше творчество, ремесло, опять же, через удаленную работу, может быть, это будет интернет-магазин. Все же с учетом двух карт воздуха, как будто вам, как и для популярности, так и для работы, добавляет продуктивности и вашей значимости, вашей популярности. И именно работа через интернет, может быть. Вот это тоже может проиграться. С учетом карты колесница, кто-то из вас мог мечтать, я хочу путешествовать и работать на самого себя вот именно удаленно. И здесь, скорее всего, весной вы увидите такие возможности. Но это я уже так попутно, в любом случае, нечего добавить. Шестерка жезлов. Победа в решении финансовых вопросов. Идем дальше. Личная жизнь. Пятерка жезлов. Знаете, не могу сказать, что здесь про любовь. И либо у вас... Если мы сейчас раскроем это значение карты, но в целом пятерка жезлов это всегда какой-то недостаток или информационный хаос. Может быть, какая-то ваша личная история требует тоже организации определенной. Может быть, такой человек, на которого вы не можете не понадеяться, как будто ответственности не потребуешь. Он ведет себя как ребенок. Или это те люди, иногда проходят по пятерке жезлов, которые обещают нам что-то, но, как правило, они свои слова не держат. Поскольку люди, которые обозначаются этой картой, это, увы, те, которые утром думают одно, а вечером совершенно другое. Нет какой-то последовательности, нет стабильности. Или по этой карте какая-то еще ваша личная история, может быть, даже связанная с новым каким-то знакомством, но тоже пока мы не можем как будто что-то программировать на будущее. Мы не можем
однозначно сказать, будут эти отношения продолжаться или нет. Ну, давайте мы с вами раскроем значение этой карты. И для тех, кто человек семейный, для тех, кто в паре. Кстати, может тогда просто говорить, что какая-то многозадачность может быть в вашей паре. Давайте узнаем. Четверка монет. А вы знаете, все будет так, как и было. По четверке монет это стабильность. Нам не говорят о том, что вот по этой карте какой-то будет прогресс или ну, как-то будет изменяться ваша история. Поэтому, если у вас, мои дорогие, все стабильно, хорошо, где-то оно также и будет. И при любой погоде, да, нам показывают, для кого-то из вас может проиграться в личной жизни, мои дорогие, так, что, может быть, вас что-то и не устраивает. Вот для людей семейных и тех, кто в паре. Но вы не захотите сами что-то, ну, так вот менять кардинально. Потому что есть еще то, что либо держит, либо у вас какие-то другие могут быть задачи, и личная жизнь, ну, может быть, зависит еще от каких-то обстоятельств. Да и по четверке монет это карта надежности, стабильности, когда у нас все под контролем. И даже если есть какие-то штрихи, которыми мы, может быть, не очень довольны, то все равно это надежность партнера или надежность ваших отношений. Даже если есть какие-то вопросы, прения, значит, это все оговариваемо, решаемо и имеет продолжение. Потому что надежность, пожалуй, это один из главных принципов на весь 2024 год. Давайте мы узнаем для тех, у кого сложные отношения. Колесо фортуны. Правда, тут у вас все закрутится. Посмотрите как. Нам карта не говорит однозначно о том, что какие предпримите вы действия, решения. У каждого, понятно, здесь свои, но на вас будут влиять именно обстоятельства извне. Всегда, когда старший аркан, он нам говорит, что мы не свободны от каких-то событий. Видимо, сообразно событиям будут вами какие-то важные и решения приняты, какие-либо итоги. И для кого-то из вас, с учетом карты колесница, отправляясь в путешествие конкретно или какую-то поездку, и неважно, поближе или подальше, вы можете познакомиться с человеком. Тут жизнь будет меняться. Для кого-то как раз пятерка жезлов будет говорить, что прежние отношения, ну, были так себе. Не было взаимопонимания. Не было как раз вот этой самой надежности. Вам ее будет не хватать. И ваше сердце будет открыто для новых знакомств, для новых берегов, для изучения мира, для показа себя, может быть, миру. Вы люди красивые, самодостаточные, импозантные и привлекательные. И поэтому, скорее всего, лев не будет скучать в одиночестве. Для тех, кто, тем не менее, один или одна. Король чаш. Правда, вы можете быть не один или одна. Тут все зависит от ваших желаний. Увы, по королю чаш иногда проходят наши близкие, и это, если, предположим, у вас а, первая история вашей жизни, она была не самая удачная, допустим, и вы в разводе, вот буквально так, то тогда прежний партнер может о себе напомнить. Или кто-то из вас уйдет с головой в работу, в творчество или в свой бизнес. Такое тоже может быть. Как будто больше буду заниматься делами и деньгами, а чувства, ну, как уже сложится. С другой стороны, по этой карте прекрасные эмоции, какие-то чувства, как будто карта говорит, мы все равно получим. Может быть, и будет тот человек, с которым у вас сложится гармоничное сотрудничество, но не говорят о том, что это будет как-то продолжаться на последующий период. Может быть, это и проиграется, и, может быть, в последующем это и будет какой-то прогресс в ваших отношениях, но пока по королю чаш мы этого не можем судить. А для кого-то конкретно знакомство с человеком, который рожден под знаком зодиака стихии воды, или имеет там асцендент, мои дорогие, это у нас рыба, рак, скорпион, кто знает, или какое-то взаимодействие с подобным человеком. Но, повторюсь, не совсем про, знаете, какую-то
любовь, которая будет говорить о чем-то на долгий период времени. Вот по этой карте романтика проходит. И поэтому ваше, может быть, как и настроение, так и знакомства, легкие, романтические. Вы знаете, вам может самим не захотеться, ну, какой-то тяжести. Тяжести я имею в виду, когда все предопределено, или когда вы кому-то даете обещание, вам может самим не захотеться быть словно привязанным к одному человеку. У кого-то, мои дорогие львы, это проиграется. И лучше пусть романтика, лучше пусть вдохновение, нежели какие-то обязательства. Вы можете тоже, кто-то, по крайней мере, из вас может прийти к выводу, что нет, я сейчас не хочу себя обременять узами. Идем дальше. Что же у нас в неожиданностях? Пятерка мечей. Ну, карта в классической колоде – это пирова победа. И у нас показан в этой колоде человек, который танцует, балансирует на мечах. Вот сама за себя говорит карта, нам придется где-то балансировать. Опять же, воздух, мечи. И поэтому от ваших взвешенных решений, от того, как вы правильно распределите силы, может быть, решая те или иные вопросы, будет очень важно не вступить в какой-то конфликт, не расширить дистанцию, если вы с кем-то не можете договориться. Здесь вот какие бы ни были неожиданности, сама по себе мелкая карта, или какие бы ни были обстоятельства, мои дорогие, будет все зависеть от умения договариваться с людьми. Поэтому не должно быть, знаете, той конфронтации, которая складывается, к примеру, на сегодняшний день. Но через какой-то период времени эта конфронтация словно возвращается, или жизнь нас может столкнуть заново с тем человеком, и мы, знаете, тушуемся где-то, не можем себя организовать на какой-то диалог. Или обратная ситуация. Человек, обозлившись, ждет времени, когда подставить нам подножку. Вот это будьте внимательны. Нет как будто тех со знаком минус, по крайней мере, неожиданностей, которые могут, ну, нарушить вашу стабильность, мои дорогие. Но недаром у нас выпадает королева мечей, и, видимо, правда, взвешенные решения и сильная позиция, которую вам просто придется удерживать. Вот будьте тут внимательны. И приятности. Шикарно. Королева монет. У кого-то может быть поддержка конкретного человека. Может быть, это ваш человек, может быть, это ваш родственник. Королева монет. И неважно, что у нас королева выпадает, и меня смотрят и мужчины. Это энергетика карты, когда мы создаем себя сами. Королева монет как раз и отличается тем, что умеет из хаоса создавать порядок. Может быть, правда, в приятностях, когда мы чувствуем крепкое плечо такого человека. По этой карте проходят также люди статусные. И если в целом мы выстраиваем свой уютный, добрый мир, и если в значении «что же помогает», то как раз, мои дорогие львы и львицы, помогают четкие цели, когда мы поставим. Поставим какую-то практичность, может быть, на первое место. Что реально может быть осуществлено. Не одеваем розовые очки, чего-то не ждем. Ведь королева монет, ее сложно, словно сбить с ее дистанции или с ее намерений, потому что она всегда надеется сама на себя. И если мы про неожиданности, пятерка мечей, вот может быть, не как будто просчитать какой-либо подвох наперед, не осложнить себе жизнь каким-то конфликтом. Королева монет достаточно гибка, потому что в первую очередь для нее ее собственные планы, и они должны быть реализованы. Поэтому она понимает, что какая-то конкретика или как обстоятельства, люди, они все время будут меняться. И она где-то к этому готова. И, скорее всего, вот эта пятерка мечей как раз и говорит, будь готов к сложным людям, к людям со сложным характером, где-то предвидно как минимум на несколько шагов вперед. И тогда любая неожиданность для тебя неожиданностью не будет. Не позволяй твоими победами завладеть кому-то другому. Не позволяй себя сбить словно с тех настроек, по самореализации, мои дорогие, которые ты себе запланировал. Потому что, видимо, в неожиданностях могут быть для вас как раз люди, с которыми чаще всего нам не хочется сталкиваться. Совет от карт давайте посмотрим. Четверка чаш.
Правда, настроение, все то, что я сейчас сказала по пятерке мечей, оно может у вас меняться. Как будто карта предупреждает. А, Нет как будто места, знаете, или не время пропускать через свои эмоции. Вам вообще эмоции могут, мои дорогие, мешать. Потому что может так взгрустнуться, что вы себя самого или саму, какой-то вопрос, к примеру, не получилось решить, и вы ставите все на паузу. И это карта апатии, когда я ничего не хочу. Карта говорит о том, что если нападет подобная хандра, то первым делом нужно уделить самому себе внимание. Опасность будет заключаться в том, что, может быть, не все события придут с первой минуты именно или разворачиваться будут так, как вам хочется, или в том ключе, как вы бы этого хотели. И нужно быть морально устойчивому, мои дорогие львы, где-то, знаете, выдерживать вот тот жизненный штиль, когда, может быть, и ждать приходится, или принимать какие-то не самые приятные решения, но однозначные. Может быть, где-то вам придется себя заставить, мои дорогие. Именно заставить, как будто встать и пойти вот по этой карте. И посмотрите, первая у нас выпадает карта Королева мечей. И мы говорим, это сильная позиция. Есть какое-то ваше решение или задумка. Поэтому продолжай. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Вот где-то и об этом говорит карта. Не поддавайся, если ты столкнешься со сложными людьми, не поддавайся, что какой-то твой проект с первой минуты, может быть, не будет оценен. Или его не одобрят люди. Не завись от настроения окружающих. Не завись от того, что кто-то тебя, может быть, не поддержит. Не опирайся на, может быть, с учетом в личной жизни пятерки жезлов, не опирайся на тех людей, которые могут подвести. Рассчитывай на себя от начала до конца. И тогда твоя жизнь изменится кардинально. Все же у вас прекрасные карты, мои дорогие львы и львицы. У вас две карты, по сути дела, победы и одновременно праздника. Но начался наш прогноз с туза воздуха. И мы сказали, есть какая-то судьбоносность этого периода. И наши решения определяют словно вектор, направление. И где-то весна будет формировать, каким будет в дальнейшем ваш 2024 и, возможно, 2025 год. Перекладывайте на себя, мои дорогие львы и львицы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.